Муж, которому было очень стыдно за свою жену, представил ее как свою горничную на корпоративной вечеринке. Годы спустя, после развода, он вздрогнул, услышав шокирующую правду. Это был прекрасный вечер, полный ожиданий и приготовлений в доме Джона и его жены Сары. Надевая элегантный костюм, мужчина размышлял о мероприятии в компании, где он работал, важном моменте для общения и налаживания связей. Однако одна мысль сильно беспокоила его. Ему придется взять с собой жену. Глядя на себя в зеркало, мужчина поправил галстук и надел свои роскошные часы, со злостью думая о женщине, которая у него есть. «Почему у меня такая некрасивая женщина? У меня отличная работа, и я красив. Я мог бы быть с кем-нибудь гораздо более привлекательным по моим меркам. Как я мог жениться на такой?» — спрашивал он себя. И нет, он не был греческим богом, каким себя считал. Его самооценка была слишком высока, как и его эгоизм. Он не хотел брать со собой жену на это мероприятие, но это была вечеринка для сотрудников и их семей. «Давай, женщина, из-за тебя мы опоздаем на вечеринку», — крикнул Джон. «Я почти готова, любимый», — мягко ответила его жена. Даже если бы она потратила 3 часа на сборы, она выглядела бы не лучше, чем всегда, презрительно подумал он. Тем временем Сара была в соседней комнате, вне себя от волнения. Впервые за 9 лет у нее была возможность встретиться с коллегами Джона. Для бедной женщины это была особая возможность, редкий момент вырваться из рутины и почувствовать себя частью мира своего мужа. Сара знала, что Джон нетерпелив, но ей хотелось провести вечер с пользой. Она хотела произвести на него впечатление. Наконец, она вышла из спальни, одетая в элегантное платье. Несмотря на все ее старания привести себя в порядок, ее усталый вид не соответствовал ожиданиям Джона. Он посмотрел на нее с явным разочарованием и даже не попытался скрыть своего недовольства. Они вышли из дома и сели в машину, и мужчина молча повел машину. Он не мог перестать думать о том, каким будет вечер, беспокоился о том, какое впечатление произведет Сара. Он разрывался между необходимостью пригласить ее и желанием появиться одному, опасаясь, что ее присутствие может каким-то образом подорвать его имидж в глазах коллег. Когда они ехали на мероприятие, Джон бросил на нее серьезный взгляд и резко велел жене вести себя тихо на вечеринке. Сара почувствовала укол грусти от его резких слов, но она верила, что Джон всего лишь хотел защитить ее от смущения. Она происходила из сельской семьи, где формальное образование было ограничено. Ее брак с Джоном был устроен ее отцом, богатым фермером, очень старым и придерживающимся традиционных взглядов человеком, который выдал свою дочь замуж и пообещал регулярно посылать зятю деньги, если тот будет хорошо заботиться о ней. За 9 лет, что они были вместе, Сара всегда старалась угодить Джону, делая все, что он хотел. Однако ее жизнь с ним была одинокой и лишенной привязанности. Ее муж держался на расстоянии и избегал близости, заставляя Сару тосковать по прикосновению или слову любви. Ее желание стать матерью, о чем она всегда мечтала, осталось неосуществленным из-за его безразличия. Джон всегда отговаривал Сару от поиска образования или нового опыта, утверждая, что это может привести к тому, что она столкнется с плохими людьми, которые могут забрать ее у него. Из-за любви или, возможно, из-за страха бедная женщина отказалась от своих мечтаний и желаний, полностью посвятив себя своему мужу. Однако в тот вечер ей показалось, что что-то изменилось. Сара была искренне рада, что наконец-то получила возможность познакомиться поближе. «О, любимый, я так счастлива. Я действительно хочу увидеть, где ты работаешь, и познакомиться с твоими друзьями», сказала Сара, обрадованная перспективой стать частью жизни своего мужа, пусть даже всего на одну ночь.
Однако реакция Джона была отмечена высокомерием и грубостью, как будто это было напоминанием о его доминирующем положении в отношениях. «Да, но когда мы доберемся туда, тебе лучше заткнуть свой рот», — ответил пренебрежительно Джон. Хотя Сара привыкла к подобному обращению, она почувствовала себя униженной. Несмотря на это, ее возбуждение от предстоящего вечера не исчезло, полностью подпитываемое надеждой, что эта вечеринка каким-то образом изменит ее одинокую и покорную жизнь. Пара прибыла на корпоративное мероприятие в роскошно украшенный зал, который отражал престиж компании по производству бытовой техники, где Джон работал менеджером. Он, всегда безупречный в своем дорогом костюме и роскошных часах, двигался с уверенностью человека, привыкшего быть в центре внимания. Рядом с ним Сара с ее усталым видом и в простом платье казалась неуместной в этой гламурной атмосфере. Вечеринка была ежегодным мероприятием, которого ждали все в компании, но Джон никогда раньше не приглашал с собой жену. Он придумывал истории, утверждая, что Сара модельер, путешествующая по миру в таких местах, как Милан или Париж. Однако в том году присутствие супругов или компаньонок было обязательным, поскольку компания выдала каждому сотруднику по 2 приглашения. Как только они вошли в бальный зал, Джон отдал Саре распоряжение, за которым скрылись его истинные намерения. «Любимая, если кто-нибудь спросит, просто скажи, что ты просто пришла со мной. Только не говори, что ты моя жена, ладно? В этом году у нас игра в угадывание жен друг друга только в конце вечеринки». Бедная девушка, невинная и возбужденная игрой, согласилась, не понимая, что все это было частью плана мужчины, чтобы скрыть свое смущение из-за того, что она стала его женой. «А теперь иди в бар и принеси нам что-нибудь выпить», — скомандовал он. Когда друзья менеджера подошли к нему и спросили о его жене, Джон быстро придумал оправдание. «О, нет, это просто наша горничная. Моя жена в Греции представляет новую коллекцию, но она настолько щедра, что попросила меня привезти нашу горничную. Пусть хотя бы раз в жизни она сможет насладиться роскошью». Друзья, привыкшие к его рассказам о своей очаровательной жене, приняли это объяснение без вопросов. Они посмотрели на Сару, которая казалась скорее тенью рядом с Джоном, с ее сухими волосами и постаревшей кожей, из-за чего создавалось впечатление, что она намного старше его, несмотря на то, что была на 4 года моложе. По мере того, как шел вечер, Сара все больше чувствовала себя не в своей тарелке. Она шла по залу, замечая осуждающие взгляды и шепот, которые возникали вокруг нее. Сара наблюдала, как ее муж смеется со своими друзьями, стараясь при этом не высовываться, следуя его совету не раскрывать свою истинную личность. В момент разочарования Сара выразила желание уйти, но Джон предложил ей выпить в соседнем зале, чтобы взбодриться. Когда Сара вернулась с напитком, она услышала разговор, который разбил ей сердце. Соблазнительная женщина, которая провела рукой по груди Джона, как будто они уже были близки, спросила: «А кто эта женщина, которая пришла с вами?» «Она ваша жена». Сара незаметно подошла к нему сзади. Затем она услышала, как он громко и отчетливо произнес: «Что? Это уродливая женщина? Нет, она моя горничная. Я привел ее сюда из жалости». Сердце бедняжки было разбито. Не в силах сдержать свои эмоции, она расплакалась на глазах у всех, раскрыв, кто она на самом деле. «Так вот, что ты говоришь своим друзьям? Что я твоя горничная? Я жена этого ублюдка. Мы женаты уже почти 10 лет!» Она закричала, разоблачая негодяя перед всеми присутствующими. Люди были шокированы этим открытием, а Джон, теперь униженный и пристыженный, тщетно пытался утешить Сару. «Нет, любимая, это не то, что ты подумала. Пойдем домой». Но она была настроена решительно и твердо заявила: «Просто дождись звонка адвоката моего отца». Сара ушла, оставив Джона в центре насмешек его коллег, напуганного перспективой потерять
все, что он построил на лжи и коварстве. После болезненного развода жизнь Джона превратилась в полосу невезения. Лишенный финансовой поддержки своего тестя, униженный в компании и уволенный за причиненный ему позор, Джон оказался на самом дне. Весь город знал его историю человека, который представил собственную жену как свою горничную. Даже местные газеты освещали его дело, добавляя ему позора. Таким мрачным образом прошло 5 лет с момента их развода, и его жизнь не могла быть хуже. Джон, хотя и не жил на улице, был далек от того человека, которым был когда-то. Его кожа, покрытая пятнами от загара, и сухие волосы свидетельствовали о суровости его жалкого существования. Каждый день он продавал сладости на светофорах под палящим солнцем, что было утомительной и обескураживающей рутиной. Не имея возможности найти работу, он потерял свой дом и все материальное имущество, которым когда-то владел. На самом деле в компании он мог врать только потому, что его тесть присылал ему деньги, а он тратил их на покупку дорогой одежды, роскошных часов, чтобы сказать, что именно его жена присылала ему замечательные подарки. Так, ни разу, даже ничего и не купив Саре. Она даже не знала, что ее отец присылал ему такую сумму. Но судьбе было угодно, чтобы этот человек почувствовал себя еще более униженным, чем когда-либо. В разгар распродаж на светофоре мужчина услышал, как кто-то зовет его по имени. Когда он обернулся, его глаза расширились при виде роскошного автомобиля, припаркованного рядом с ним. За рулем была его бывшая жена Сара. Женщина была красивой, сияющей. Ее волосы развивались на ветру, и она выглядела как настоящая знаменитость. Джон не поверил своим глазам. Женщина посмотрела на него, затем с гордостью представила 2 своих маленьких детей. Джон с трудом мог поверить в то, как преобразилась его бывшая жена. После развода она пережила период страданий из-за его обращения с ней. Расставшись с этим человеком, Сара вернулась в родительский дом на ферме, где ее встретили с любовью и пониманием. Она была полна решимости встать на ноги, учиться и стать самостоятельной. Так она начала свой путь самопознания и роста. Женщина начала заботиться о своем здоровье и внешности, показав себя той невероятной и красивой женщиной, которой она всегда была. Сара записалась на курсы по основам экономики и финансов, чтобы окунуться в мир бизнеса. Ее интеллект проявился во всем, и еще до окончания курсов она уже поднималась по служебной лестнице в местном банке. Именно там она познакомилась с банкиром по имени Ричард, который безумно влюбился в ее сильную личность и целеустремленность. Их любовь друг к другу быстро росла, и вскоре они поженились, создав семью с 2 замечательными детьми. Жизнь Сары теперь была похожа на сказку. Ричард любил ее безоговорочно, относился к ней с нежностью и уважением. 2 ее детей были светом в ее жизни, и она обрела счастье, которого всегда заслуживала. Наконец загорелся светофор, и Сара уехала, оставив своего бывшего мужа позади и унося с собой чувство собственного достоинства. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.